Всем привет! Значит, дата старта 30 апреля 2023 года. С сегодняшнего дня я начинаю, значит, видеокурсы по изучению языка программирования JavaScript. Соответственно, сами видео будут самообучающимися, то есть по мере создания видео я буду самообучаться и, соответственно, решил по этому поводу записывать видео, чтобы сам в будущем возвращаться в них. И в целом решил сделать их общедоступными, чтобы, возможно, для кого-то они будут полезными. Значит, первое видео будет о том, как создать первую программу на JavaScript. Для этого, соответственно, нам нужна современная среда разработки. Я буду использовать именно Visual Studio Code. Она бесплатная, можете ее скачать. Значит, после того, как мы его скачали, у нас будет стартовое окно. Я его закрыл, чтобы оно не мешалось. Что нужно сделать? Нажимаем сюда. Open Folder. Это означает открыть папку, но легче создать папку, соответственно, и просто перетащить его сюда, в эту область. И у нас создалась, соответственно, папка открылась. Нажимаем на этот значок «Создать новый файл» и создаем новый файл по имени index.html. После того, как мы создали файл index.html, мы можем поставить восклицательный знак, и у нас открывается обычная структура страницы. Мы не будем углубляться, что все это означает. Я надеюсь, когда вы начинаете смотреть это видео, уже знаете основы HTML и CSS. Если не знаете, то я советую их изучить, потому что мы будем использовать его для того, чтобы не только через консоль смотреть, как выводится, но и при помощи веб-браузера. Значит, создаем далее файл main.js. Имя не имеет значения, мы можем как хотим назвать, но я назвал main. Далее мы подключаем к HTML наш файл main.js при помощи скрипт src. src от слова source, ресурс. Значит, мы подключили наш файл сюда. Теперь, когда мы будем писать код на JS, она будет, соответственно, отображаться у нас в браузере. Ну, если будем использовать специально для этого команды. Для этого давайте выведем нашу первую программу. Значит, так, когда мы открываем файл, нам нужно для начала, соответственно, я забыл сказать, для того, чтобы мы видели отображение в веб-браузере, расширение GoLive, то есть Live сервер. Она устанавливается здесь. Открываем Extensions, то есть расширение. Пишем просто Live сервер. У нас открывается, она выглядит вот так. И мы его устанавливаем для того, чтобы мы видели отображение в веб-браузере. Чтобы отобразить какое-либо значение в веб-браузере при помощи JavaScript, мы используем команду document.write. По названию видно, что мы именно отображаем значение в браузере. Открываем скобки и, соответственно, кавычки. Пишем, например, hello world. И точку с запятой обязательно ставим. На самом деле она не обязательна, потому что язык не строго типизированный, но для начала я советую ее ставить всегда. По мере опыта вы уже будете знать, где его можно ставить, где нет. Здесь будет Live сервер кнопка, мы его нажимаем. У нас открывается локальный сервер на нашем компьютере и отображается то, что мы написали. Hello World. И это то, что у нас вывелось. Т вывелось, потому что я здесь опечатался. Мы его убираем. Опять смотрим на Live сервер. Значит, так, мы его снова остановили и запустили. И все, она убралась. Итак, мы научились запускать нашу первую программу на языке JavaScript. Спасибо, до новых встреч.